Друзья, всем привет! На связи Ольга Старшая, и сегодня у меня проектик маленький для совсем новичков. Хочу сделать сумочку-пенал, такую, знаете, кругленькая для ручек. На примере этой сумочки покажу какие-то базовые вещи. А то у меня тут некоторые возмущаются, что видео не всегда обучающее. Ну вот конкретно вот это видео будет обучающим. Так, для начала мне понадобится аватар. Я его сделала сама. С вами поделюсь в описании ссылочкой, где взять, если захотите повторить за мной. Ну, если сами в состоянии сделать, то там ничего сложного нету. Там просто цилиндр гладкий. Так, лодим аватар, ставим autoscale. Тут ничего не меняем, по сути, тут как есть настройки. Да, кстати, если вы уже заметили, то у нас обновился интерфейс Style 3D. Работаю в последней версии. Так, вот такой вот наш аватар. Цилиндр с чуть-чуть сглаженными вот этими вот фасочками, да. Так, что у нас тут по плотности сетки? Аватар Mesh. Сетка плотная, она у меня была не триангулированная, но Style 3D ее триангулирует. Ну, в общем, можно забить. Хорошо. В принципе, сглаживать ее не надо. Сабдивить не надо. Значит, размеры цилиндра. Ширина 20. Длина 20 сантиметров. Высота и ширина кружочка соответственно 4 сантиметра. Ну, так мне захотелось сделать. Так, с чего начнем? Начнем с того, чтобы вычислить диаметр вот этого кружочка. Значит, как мы его вычислим? Вернее, не диаметр, а окружность. Как мы его вычислим? Мы его вычислим на основании формулы геометрической. Геометрическая формула окружности звучит так. Число π помноженное на диаметр, это и будет длина окружности. Диаметр у нас 4 сантиметра. Значит, мы число π 3,14 умножаем на 4. Получаем 12,56. Это впритык, если мы будем делать. Но нам нужно сделать небольшой запас, потому что от аватара должно быть как бы, стенки, чтобы не прилипало прям к самому аватару. Поэтому давайте сделаем, наверное, сантиметров 13 и делаем прямоугольник. Так, ширина 20. А хотя тут тоже надо запас сделать, наверное, 21, чтобы по полсантиметра выступало, да. И здесь 13. Окей. Значит, что мы будем делать? Да, ткань. Ткань у вас будет базовая. То есть, давайте я удалю. Это я тут тесты делала. Так. Эту ткань можно удалить. Смотрите, у вас будет базовая ткань белая, да, ничего в ней, дефолтный пресет. Ну, сейчас мы все это, значит, сделаем как надо. Значит, что нам нужно? Переключаемся вид кнопкой 4 сбоку. Переворачиваем на 90 градусов. Чтобы оно перевернулось на 90 градусов, мы зажимаем Shift. То есть не смотрите на те градусы, которые у меня возле курсора. Оно вот ровно на 90 градусов изменилось. Теперь что мы можем сделать? Давайте посмотрим. Так. Move to ground. То есть прилепили к земле, да. И уже относительно земли можем как-то вот это вот здесь вот расположить. Так, да, нам нужно посмотреть, чтобы лицевая сторона, да, это лицевая сторона, была, давайте чуть-чуть приподнимем. Так, у меня текстуры, да. В общем, это лицевая сторона, это изнаночная, окей. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сшить края. Вот этот вот с этим. Так.
Но у нас тут может, знаете, что случиться? Не то, что надо. Давайте я вот что сделаю. Сначала мы, чтобы у нас вот эта тканька обогнула, я переключаюсь кнопками 2 и 4 на цифровой клавиатуре. Ой. В разные виды. А вы можете переключаться следующим образом. Видите, правой кнопкой мыши тыкаете. И здесь фронт 2, back 8, left 4, right 6, up 5, down 0. Вот. Я переключаюсь кнопками на клавиатуре. Просто если вдруг меняется вид, то вы должны знать, что я могу из контекстового меню переключаться, но я переключаюсь на клавиатуре. Значит, что нам нужно сделать, чтобы ткань прилипла? Давайте я сделаю отрицательное давление -5. Ой. И посмотрим, что нам это даст. Да. И чтобы ткань была жесткой, я сразу настрою пресет. Так, только не материал, а физические свойства. У нас стоит дефолт, а нам бы нужно поставить какую-нибудь коровью кожу. Лизерка White. Оп. Вот, видите, что происходит? Она у нас как бы прилипла к аватару. Теперь очень важно поставить, чтобы это была квадровая сетка. И второе, что нам важно, это чтобы была прям мелкая сетка. У нас очень мелкий объект, будет 2 мм particle distance. О, видите, стало глаже, да? Вот, теперь мы можем сшивать. Так. Сшили. Давайте-ка я еще поставлю, знаете, как что-то еще пожестче. В Trims Co-Laser. О, прям совсем жесткий такой этот материал. И, наверное, вот у этого аватара мы поставим, знаете, что? Скины все тут и так 0,5 миллиметра. Окей, Static Friction. Ой, давайте я Friction вообще уберу, чтобы наша вот эта штучка скользила легко. Так. Ну, в принципе, нормас, да? Знаете что? Кажись, я ошиблась с длиной аватара. Наверное, он у меня все-таки 22 сантиметра. А я забыл об этом, да? Ну ладно, сейчас исправим. В общем, тыкаем сюда дважды, чтобы у нас было пропорциональное растягивание. Сейчас объясню, что такое. Смотрите, если мы просто выберем и начнем куда-то растягивать, оно растягивается только в одну сторону. А нам важно, чтобы оно пропорционально трансформировалось. Поэтому мы тыкаем в центральную точку, она становится зелененькой. Потом тыкаем сюда правой кнопкой мыши и пишем 22 сантиметра. Так, отлично. Так, давайте-ка подвинем чуть-чуть. Так, не хватает запаса. Давайте 23. Потому что нам нужно по полсантиметра с каждой стороны запас, чтобы был. Угу. Отлично. Все, запас небольшой есть. Ну, может быть, и не полмиллиметра, не полсантиметра, но ладно. Блин, начинается. Давайте 22,4. Пусть по 2 миллиметра будет с каждой стороны. Окей, все. Так меня устраивает. Теперь нам нужно сделать вот эти торцы. Так. Да, кстати, как я прямоугольник-то строила. Горячая клавиша S. А я вам горячие клавиши не показываю, да? Извините, сейчас все покажу. Значит, смотрите. S – это у нас прямоугольник, да, горячая клавиша. E – это у нас цилиндр. Ой, окружность. Цилиндр. Ладно. В общем, у нас, значит, теперь мы знаем длину окружности – это 13 сантиметров. И нам нужно вычислить диаметр. Действуем обратным способом. Значит, берем 13 и делим на число π. 3,14. Получаем 4... Диаметр 4,14. Отлично. Переходим Е. Что, не перешло? О, сработало. Переходим
сюда. Так, что у нас там было? 13 разделить на 3, 14, 4, 14, да, пишем сюда 4,14. Так, табом не переходит, 4,14. Окей. Все, у нас появился вот такой вот кружочек. Ctrl-R. Ctrl-C, Ctrl-R. Мы тогда скопировали его зеркально. Я не знаю, где они тут... вот они находятся в пространстве. Делаем следующее. Вот это замораживаем. Значит, как мы будем пришивать? Давайте так сделаем. Свободным вшиванием клавиша М. Сюда. Сюда. Так. Дальше, чтобы я тут сильно не располагала это, зажим это командой Ctrl/ обратный. Я сюда вот так вот это располагаю. Делаем, как мы тут сшивали, Б отсюда, да? Хорошо, М, свободное сшивание сюда и сюда, да? Повторяем то же самое здесь. Ctrl/. Так, отлично. Теперь смотрите, у нас здесь вспучило эти кружочки. Это потому, что нам нужно настроить швы. Значит, берем этот шов и делаем его 90 градусов. Это раз. Второе, нам нужно вот эти кружочки тоже привести 2 миллиметра. И квадровая сетка. Что такое квадровая сетка? Это, вот если мы посмотрим на 2D Mesh, видите, у нас сетка квадратами, а по умолчанию она треугольниками. Вот такой она была. Нам такая безобразная сетка не нужна, нам нужна квадровая сетка. Все, привели в квады, симулируем. Зашибись. Все классно. Так, теперь, что мы можем еще сделать? Значит, смотрите, нам нужно будет сделать здесь замочек. Соответственно, нам нужно будет поотрезать отсюда и отсюда. Допустим, замочек шириной будет 5 миллиметров. Ну, давайте 6, чтобы не мучиться с этими. Сделаем так. Add internal isoline, только в дефолтную сторону. И мы ставим сюда, например, 0,3 сантиметра, то есть 3 миллиметра. Окей. Так, значит, давайте сделаем cut. Вот эти части нам больше не нужны. Почему мы отрезали, а не уменьшали? Потому что у нас бы нарушились тогда швы. То есть, вот смотрите, у нас теперь швы, оп, оп. То есть, по 2 шва. Нам так не надо, давайте сделаем по 1 шву. И сделаем следующим образом. Давайте я этот уберу, этот сюда, и этот четенько. Ой, не туда. Вот здесь точка подсказка. О, четенько. Вот видите, дырочка образовалась. Отлично. Здесь мне не нравится. Вот этот шов я этот опущу, а этот сюда подтяну. Так, он норовит к той точке привязаться, а нам это не надо. Нам нужно к точке подсказки. Все. Так, что у нас получилось? Прекрасно. Есть у нас проблемка, у нас начала расходиться. Давайте я это заморожу пока я сюда не нашью второй слой. Значит, смотрите. Сейчас наш пенал выглядит маленечко неестественно, потому что он не похож на ткань. Но это нормально. Мы сейчас сделаем второй слой. Так. Давайте мы, знаете, что сделаем сначала? Сейчас мы флипнем нормали. Flip Orientation или 3D. Все. Нормально вовнутрь мы сделали. Так. И теперь сделаем так. Create lining. Где тут outside. И опа.
Это если кто-то в Clo работает... Ой, нет, надо было inside. Create lining inside, потому что мы же в нормале перевернули. О, все, видите, что происходит. Теперь убираем отсюда remove linked editing, чтобы они были независимы друг от друга. Здесь делаем... Где тут флип? Это надо тут флипать нормально. Flip orientation или 3D. Переворачиваем нормальными внаружу. И давайте еще это вот это отморозим. И да, еще что. Надо сделать ему ткань. Ткань у нас должна быть уже какая-то дефолтная. Давайте я сделаю... Так назову. Back. Давайте... Inside. Так, inside и outside. Типа внешняя сторона какой outside? Оля, ну... Да, блин. Rename. Ну, конечно. Так, inside и outside. Давайте чуть-чуть даже перекрасим, чтобы нам было понятно, что это inside. Идем в материал. Сюда какой-нибудь цвет. Ну понятно. Я же еще не назначила. Значит, смотрите, сюда мы назначаем вот это. Да, все назначилось туда то. Теперь мы это пришиваем. Супер. И сейчас будем еще делать... Только знаете, что я хочу сделать? С одной стороны, хотелось бы пришить их не друг к другу. Знаете, что надо сделать? Надо вот у этой ткани, которая inside, убрать толщину. Она аж тут 0,5 сантиметра, это уж занадто. Так, давайте сделаем 0,5 миллиметра. Так. Так, что еще? Еще у меня толщина. Так, outside. Давайте, у нас тут дефолтная ткань, а нам нужен какой-то полиэстер сюда уже. Давайте из этого бахну. Что-то вроде такого. Так, и нам нужно показать толщину ткани. Хорошо. Так, теперь есть моментик. Смотрите, мне не нравится, что, во-первых, у нас тут... Давайте посмотрим на швы. Мне кажется, у нас что-то со швами не то. Так, первое. Я бы, во-первых, сделала бы все это одним швом. Так. И, соответственно, вот так. Да. Здесь тоже. Давайте я вот этот оставлю, а эти поудаляю. Так, я что-то не туда перекрутил. Ну ладно, короче, будет так. Хорошо. Сейчас разберемся. Теперь посмотрим, что у нас со швами. Этот шов должен быть тюрнут. Это все правильно. Этот шов тоже тюрнут. И этот тюрнут. Тут все правильно. Окей. Тогда мне не нравится... Мне не нравится... что вот этот шов пришивается сюда, а этот сюда. Я бы хотела... Это у нас вот это, да? А это у нас вот это, значит, сюда. Я бы хотела сейчас сделать по-другому. Значит, кажется, это так делалось. Но нам нужно... сделать здесь отступление.
А я не помню, насколько. Ну ладно, знаете, как мы сделаем? Мы сориентируемся... Так, X, на 30, на 3 миллиметра. Хорошо. Так, берем вот это и на 0,3 миллиметра двигаемся сюда и, соответственно, сюда. И смотрим, что получилось. Да, здесь все правильно. Теперь здесь пришиваем. Это мы вроде так начинали, да? И я уже забыла. Вверх. Хорошо, делаем так. И потом раздвигаем вот эти точки на... Ой. Выбираем это. Минус 0,3. И эту точечку тоже сюда. И она здесь подсказка встает. Хорошо, тут мы сделали. Теперь нам нужно вшить замок. Да, кстати. Что-то у меня с чем-то не сшито. Или сшито. Так, какой у нас тут... Что у нас тут за ткань? Толщина-то такая. Тоже полсантиметра, что ли? Так, физические свойства. Ага, аж целых полсантиметра. И это что-то тоже слишком много. Давайте хотя бы 0,1. Так, дальше. Так, это у меня что? Это у меня пришито куда надо. И это тоже. Тюрнет. Хорошо. Теперь мы должны пришить замок. Давайте я, чтобы было видно, для начала изменю цвет. Какой-нибудь такой. И сделаем recolor. Так. Да, теперь нам что-то видно. Значит, теперь нам нужно вшить сюда замок. Только вот к чему бы я его пришивала? Наверное, к внутреннему все-таки. Потому что мы внешний край будем немножечко... В общем, с ним будем работать. Вернее, не край, а внешний слой. Значит, что еще я бы сделала? Я бы сделала так. Здесь и здесь. Add internal isoline. Где-то 2 миллиметра. Мало. Давайте 3. Add internal isoline. 3 миллиметра. Да. Теперь мы будем сшивать. Надо было сразу это сделать, но уже бог с ним. В общем, что мы будем делать? N сюда, сюда. N сюда, сюда. Давайте посмотрим, что получилось. Получилось хорошо. Теперь наша задача сделать замок. И вот замок мне хочется сделать... Ну ладно, мы попробуем сейчас и туда, и туда, если меня не устроит. Замок мне бы хотелось сделать на внутренней детали. Так, дальше. Коллизию. У нас здесь коллизия. Давайте я поставлю ее на 0 и посмотрим, что будет. Да, кстати, давление можно убрать. И вообще у всего давление можно убрать. 0. Дальше. Коллизия. Давайте-ка я... Это inside, да. У всего этого 0. Отлично. Хорошо. Так, уже аж 25 минут прошло. Ничего себе. Идем в Assets. Нет, не в Assets. В Tools. Нет, не в Tools. Да, блин. В Assets идем, все правильно. Иконки поменялись, я вообще не узнаю половину иконок. Значит, смотрите, нам нужно создать замочек. Вот у нас вот эта иконочка. Что мы будем делать? Мы будем делать так. Тычем сюда, потом сюда, двойной клик, потом сюда
потом сюда двойной клик. И замочек у нас перевернут, потому что у нас внутри перевернуты нормали. А нам это не надо. Идем в замок. И что мы тут делаем? Нам нужно где-то поставить галочку, чтобы он флипнулся. Ой, я не помню, где это. Ладно, давайте попробуем по-другому. Так, еще раз. Где этот замок? Asset замок. Я отсюда вот делала. Давайте с обратной стороны. Сюда, 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 сюда. Иногда помогает. О, прикольно, помогло. Дальше. Давайте настроим замок. Значит, у нас замок должен быть шириной где-то 6 миллиметров. Тогда пишем здесь 0,6 сантиметра. Так, толщина. Particle distance на 2 меняем. Дальше. Fold нам не нужен. Ну, давайте просимулируем. Глянем, что получилось. Фигня какая-то получилась. Его что-то пучит. Потому что... Почему же его так пучит? Давайте разбираться. Так, fasten zipper. Знаете что? Нам нужно тут несколько настроек сделать. Вот reverse zipper direction. Это он по горизонтали реверс. А еще есть... Прикольно. Тут что-то переворачивать. Ну ладно. Потом разберемся. Нам сейчас нужно разобраться с стилем. Значит, смотрите. Нам нужен вот такой вот стиль. Нет, вот такой вот стиль молнии. Так, дальше. Что-то тут с шириной не то и с размерами не то. Так, ширина 0,2. Это у нас зубья мы настраиваем, да? Я бы настроила зубья на 0,4. А вот Stripe это ткань, на которую зубья нашиты. Где у нас тут что? Здесь только это материал, а нам нужно пресет. Что это такое? Этот пресет ткани, а нам нужно пропорции. Это что? Physical. Не то. Так. Слайдер. Нам нужен размер. Как максимум 3. Так, что-то у меня такое ощущение, что он там, когда мы настраивали ширину замка на 0,6, что он там одну только половинку на 0,6 настроил. Пуллер тоже 3, стоппер. А стоппер нам не надо. Нам надо его удалить. Так, потому что обычно такие замки зашиваются внутрь. Что-то не так. Давайте посмотрим. Почему у меня этот размер... Ну, хорошо, давайте на 0,3 сделаем. Чё, нет? Ладно, давайте отморозим. И посмотрим. Что-то пошло не так. Ширина 0,4. Да что ж такое-то? 0,6. Так. Такое ощущение,
что что-то пошло вообще не так. Так, зубья, ширина. Хорошо, давай сделаем 0,2. Ну, блин, нет. Это не то вообще. Так. И это тоже не то. Здесь можно настроить только материал. Очень интересно. Collision бета. Да что ж не так? Normal does not support zipper. Хорошо, Collision бета уберем. Ширина 0,2. 0,2 он согласился быть, но нам нужно 0,3. О, 0,3 это много получается. Почему-то. В общем, я не знаю, что здесь происходит. Ну, смотрим на... Да, кстати, смотрите. Вот такие штуки. Вот это вот можно тоже попришивать. Свободным сшиванием. Значит, что мы можем сделать? Как бы нам это сделать? Где у нас верх, где низ? Так, значит, это сюда. Интересно, а это что? А, у нас нормально перевернуто, что ли? Прикольно, можно сделать флип Oriental 3D. Да. Берем M, свободное сшивание. Берем это сюда. И пришиваем к какому-нибудь кружочку. Сейчас можем, конечно, ошибиться. Да, не к этому. Так, берем сюда. И сюда. Ну-ка. А это М. Сюда. И сюда. Б. Что-то у меня здесь не так. Что-то у меня тут не так, а? Значит, что бы я сделала? М. Сюда. И вот так. Ох, перекрут, да? Тоже не то, не туда. А, Б. Короче, мне нужно было сделать так. М. Так. И что? У меня же здесь эти штуки. А, не к этому кружочку я пришила, да? И вот к этому, наверное. Так. Давайте посмотрим, что куда. Это вот это.
А это вот это. И что куда пришивается? Это сюда, это сюда. Ладно. Еще раз. М. Это сюда. А это сюда. И это должен быть тюрнет. Что-то пошло вообще не так. Что к чему я бы пришивала? Так, не то. Вот это что? Это. Ага, вот это поубирать. Угу. Ай, ребята. Что-то не туда попришивато. Так, давайте я переверну. Так, опять не туда. 180, так. Б. Так, вот чтобы у меня вот так вот было все. И давайте тогда поменяем, наверное, местами. Либо знаете, что должно было быть? Я должна была поменять местами. Вот это перевернуть. Тогда бы оно было все верно. Так, выровнять align по центру. Align left. Align right. Так, теперь, что у нас с чем пришивается? B, это сюда, это сюда. Угу. Что-то опять не сходится. А хотя вот так вот, да? Ладно, давайте я переверну все-таки на 180. И вот это тоже. Так, окей. Б. Ага, еще и нам бы перевернуть вот это на 180. Б. Да. Теперь мне нравится. Так, это тюрнед. Что-то у меня пошло не так. Замок. Тоже у меня что-то пошло не так. С замком. Так, давайте я еще раз его попробую флипнуть. Флип Oriental 3D. Так, уже что-то хорошо, но в общем, тут какая-то беда случилась. Ай, блин, что случилось-то? Так, сим. Угу. Ctrl-B. Ну-ка. О, что-то нормально. Ты хорошо. Теперь Б. Вот этот Б. Что у нас тут? Флэт не надо. Нам тут нужно 90... нам тут нужно 270 наоборот. Так. Б. Вот здесь не 90, а 270, потому что мы перевернули нормали. И в целом пока что все окей. Но мне что-то не нравится. Так, Shift-Q. Давайте я это уберу. Вот это Shift-Q я скрою. И мне не нравится. И это тоже Shift-Q скрою. И мне не нравится, как у меня пришит замок вот здесь.
Значит, что бы я хотела сделать? Давайте это тоже Shift-Q. Не получится. Замок же сюда прицеплен. Значит, M. Мы можем... Как же нам пришиться-то? B. Чем мы к чему пришивали? Давайте-ка это уберу. Так, это у нас вот это. Хорошо. M. Так. Отлично. Это сюда. И это, полагаю, что... Нет, не сюда. Значит, это... Так. Это сюда. А это сюда. Да, теперь правильно. В общем, пока не потыкаешься, не поймешь. И это сюда. Хорошо, это мы пришили. Так, меня замок не устраивает, что он 0,2, потому что тут явно что-то не хватает. Давайте я верну ему 0,3. Угу. Дальше. Я бы хотела, чтобы зубчики были объектом. Дальше. Я бы хотела, чтобы у нас вот ленточка была Trimsco Laser. Да, чтобы она тоже была жесткая. Супер. Давайте все откроем теперь. Shift-Q. Ой, Shift-C. Покажем все. Отлично. Наконец-то. Все получилось. Теперь давайте попробуем поменять вот эту штучку. Замочек. Это называется пуллер. И поменяем на что-нибудь более интересное. Какое-нибудь. Что-нибудь такое. Дальше что мы можем еще сделать? Мы можем его сделать коллизию. Does not support. Ага. Чтобы сделать коллизию, нам нужно переключиться в аккуратную симуляцию. Я хочу, вот знаете, как сделать вот так? Наверное, чуть-чуть свесить его. Не знаю, получится или нет. Что-нибудь. Из этого. Но надеюсь, что получится. Потому что хочется, чтобы замок как-то немного висел. Давайте его слегка. Так, значит, попробуем коллизию поставить. Particle distance thickness 0,05. Окей, давайте попробуем. Оу, КФТВ. Чё-то не очень получается. Ладно, давайте попробуем другую какую-то штучку. Так, пуллер. Был бы какой-нибудь пуллер, который нормально болтается. Ну-ка такой. Ой! Он у меня еще и вверх уехал, да? Ой, все плохо. Короче, друзья, ну его нафиг, эксперименты эти. Поставим так себе как-нибудь. Да и хорошо. Так, что у нас тут? Пуллер какой-нибудь, не надо длинный делать. Это что за пуллер? Ой, какая красота. Если бы он еще был... Если бы он просто висеть мог.
и симулироваться как этот, как какой-нибудь, ну-ка, если этому поставить коллизию. Ох, фигня вообще, да? Ладно. Ой, какой такой пулер выбрать, чтобы он не мозолил глаза сильно. Это уж слишком большой. Нет, ну это... Короче. Ой, что это? Почему он такого размера? О, все, зашибись. Маленький, аккуратненький пулер. Единственное, что теперь мне кажется, что... Так, вернись, я все прощу. Нам не надо так. Что у меня? У меня вот тут коллизия должна быть еще включена или что? Или ну его нафиг, эту коллизию. Все, ребят. Короче, я заманалась с этой коллизией. Кто захочет, попробует сам. Я, наверное, вот так сделаю. Просто и все. Типа висит и ладно. Короче, где-нибудь в блендере можно поправить этот момент. Ладно, все, верну назад, как было. Блин, почему здесь нету просто плоскости, которые можно подвигать сразу во все стороны? Все. Окей. Так, самое интересное это... Что мы можем сделать с этой сумочкой? Значит, смотрите. Какая у нас тут ткань? Это у нас... Давайте я сдвину этот замки сюда. Это у нас вот это. Fabric Textured. Значит, 2D Mesh нам не надо. Значит, смотрите. Вот эта вот ткань. Давайте глянем, что у нас тут по физическим свойствам. Дефолт. Да? Давайте попробуем сделать какой-нибудь... Не знаю, что такое plain. Ладно, пусть будет дефолтная. Что бы я с ней хотела сделать? Я бы вот с этим вот всем счастьем сделала бы shrinkage 105 в обоих направлениях. Что это нам даст? Это нам даст немного такую неправильную форму. Проблемка. Нам нужно, чтобы это было еще пришито и сюда. Угу. Значит, что мы делаем? Давайте-ка я попробую пришить это к этому. Вот это фигово. У нас же вот это попришивато друг к другу. Тогда нам нужно... Ага, понятно. Опять thickness у нас почему-то 0,5. А нам такой 0 не надо. 0,1. Дальше. Нам нужно, чтобы у нас эта ткань могла мяться. Еще вот эти вот швы. Почему-то здесь 180, а должно быть как раз-таки 90. И здесь должно быть 90. Ну-ка. Так, мне кое-что тут не нравится. Я сейчас вот это деактивирую. Ctrl-Shift-J, Shift-Q. Так, да. Я хочу вот этот внутренний заморозить. Дальше.
Ctrl-Shift. Что у меня Ctrl-Shift-Q? Ctrl-Shift-J. Активируем обратно. Так, мне кажется, что я забыла тут попришивать. Вот. Нет, я же не забыла. Я же пришила. Но какого фига тогда оно не работает? Один пришит, а второй не пришит. Вот что оно не работает. Значит, здесь шов сюда, а здесь сюда. И это должен быть шов turned. Вот что я хотела сделать. В общем, еще раз. Здесь turned, здесь turned. Что еще? Что-то у меня пошло где-то не так. Проверяем. Здесь 270, здесь 270, здесь 90, здесь 90. Я поняла, что у меня вспучило здесь. Давайте, наверное, вот эти мы не будем расширять. Пусть будет 100 и 100. Так, дальше. Что мы делаем с этим? Left. Давайте сделаем 102. 102 это мало. 103. А здесь 107, например. Дальше. Shift-Q. Shift-Q. Давайте я попробую аватар сейчас вынуть отсюда. Так, где тут? Что тут? Как тут можно его двинуть там? Аватар. Мэш. А как можно сдвинуть аватар? Почему он залоченный? Где-то он зафризенный, и его нужно отфризить. Угу. Так, это не то. Позы нон. Other freeze. Забавно, он не зафриженный. Но почему-то я не могу его никуда подвинуть. Ладно, давайте я его просто грохну. Shift-C. Shift-K. И смотрим. Ctrl-K. Так, Ctrl-A, Ctrl-K. Все разморозили. Вот, и даем упасть этой штуке. Все, у нее какие-то помятости появились, да? Дальше. Вот у этих вот, наверное, знаете, что я хочу сделать? Это у нас inside. Inside у нас collaser. Давайте-ка я сделаю еще какой-то более жесткий. Например, fusing. То есть, чтобы оно не растягивалось тканью. Все, видите, у нас появилась такая волна небольшая. Что еще можно сделать? Давайте во внешней штуке вот этой вот здесь вот сделаем subdivision и на, допустим, миллиметр, а глубиной пусть будет 10 миллиметров. Так, что такое? Теперь самое интересное. Самое интересное у нас что? Мы можем сделать разные всякие текстуры на эту ткань. У меня есть прикольная ткань. Прикольный паттерн, который я бы хотела сюда попробовать впендюрить, чтобы было по красоте. Мне очень нравится стиль Memphis. Это такие паттерны
всякие цветастые. В общем, как это выглядит. Давайте сделаем следующее. Идем в не графика, не грейдинг, а где же у нас находится эта штука? О, Colorway Garment. Так. Colorway. Это не то. Вообще не то. Ладно, хорошо. Давайте настроим просто ткань. Значит, что бы я хотела сделать? Я иду сюда, в полиэстер. Материал. Мне нужна текстура. Текстуру я буду использовать... У меня тут есть паттерны прикольные. Например, вот такую. Так, а что я сделала? Надо плюсик было нажать. Так, Memphis, например, вот такую. Так, дальше. Recolor не надо. Здесь ставим белый. Дальше настраиваем трансформацию. Я бы хотела, чтобы это было 13 сантиметров. Дальше мне нужно настроить нормаль. А мне какая нормаль? Давайте другую нормаль. Значит, что мы делаем? Нет, знаете, куда мы идем? Мы идем сюда. Фабрик Normal Map. Потом идем, например, в полиэстер и тащим этот полиэстер сюда. И вот такую нормалку мы получаем. Дальше нужно настроить этот замочек, потому что он... Идем в материалы. Так, материал Coil Cheese. Так, это у нас что? Это мы тис настраиваем. Так, нам нужен металл. Дальше глосс нам такой сильный не нужен. И мы делаем его темным. Да. Так, это что? Это у нас нити, которые удерживают. Они матовые. Дальше что? Идем, настраиваем саму ленточку Stripe. Она у нас матовая. Матовая. И Multiply. Давайте-ка сделаем Recolor. Текст. И что-нибудь такое прям очень темное. Пусть будет 10. Окей. Окей. Дальше. Нам бы настроить... Знаете что? Еще тут какой-то shrinkage. Пакеринг. Так, пакеринг мы настраиваем следующим образом. Не сюда. Это не тот пакеринг. Ой, так, сюда. Сюда. Не знаю, будет ли что-либо видно в этом пакеринге или нет. Пусть будет в обоих сторонах. Что еще мы можем сделать? Нам еще нужно настроить строчку декоративную. Строчку декоративную мы настроим здесь и здесь. Только... Ага, у нас там offset, edit top stitch. Так, offset type to edge и 0 to center. Давайте еще раз 0.
Хорошо, теперь нить. Нам не нужна она белая. Нам она нужна хотя бы какая-то синяя. О, час закончился. Ладно, мы уже приближаемся. Так, уже что-то. Что у нас с замком? Еще пулер не настроен. Угу. Так, погнали в пулер. Где у нас материал? Во-первых, это должен быть металл. Во-вторых, он должен быть темный. Так, какого фига? А что он у нас... А давайте так сделаем. Такой же, как и слайдер. Металл. Темный. Пусть будет 20. Глянцеватость нам прям сильно не нужна. Ну, пусть будет 8. Окей. Что тут еще? Анизотропия. Ну, это уже такое. Так, и давайте уж настроим тогда внутрянку. Inside. Нам не нужно, чтобы она сильно выделялась. Делаем ее какой-нибудь темной. Окей. Все. Вот такая у нас сумочка получилась. Великолепная. Давайте-ка я это сделаю. Так, 5. Я хочу сделать несколько. Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. И что я сделаю? Блин, а как же это мне все? Плохо. Ладно, берем это. Еще один замок. Утаскиваем сюда. Еще раз это. И еще один замок. Утаскиваем, короче, сюда. Все. Теперь делаем копии. И подставляем сюда другие, настраиваем. Значит, смотрите, что мы делаем. Я беру плюсик. Хочу сюда вот это. Так. Значит, выделяю сюда. Assign to pattern. Так, теперь это мы делаем... Где у нас тут фронт? Плюсик. Какой-нибудь, например. Это я уже выбрала, да? Допустим, такой. И выделяем вот это и делаем assign to pattern. О, почему у меня одинаковые? Потому что я выбрала одно и то же. Молодец. Что я опять сделала не так? Так. Да блин, что я все время забываю, что я выбрала? О. Так, да. Что еще? Дальше. Смотрите, что у нас происходит. У нас здесь цвет стоит серый. И стоит multiply. А здесь нам нужно поставить multiply и цвет тоже белый. И вот в этом у нас тоже стоит серый. И из-за этого он нам поганит все, что нам надо. В общем, вот такие сумочки у нас получились. Великолепные. Может, еще какую-нибудь другую поставить. Это похоже вот
Так, вот это какая ткань? Это у нас что? Это у нас вот это, да. Это у нас вот это. Давайте еще другую. Еще... Так, что же у нас опять-то здесь? Окей. Так, везде белая. Хорошо. Вот эту я, наверное, другую сейчас заменю какую-то. Попробуем что-нибудь еще такое. Ага. И где-то тут трансформация. Так, 13. Раз. Здесь тоже у меня не... О, все. Смотрите, что получается. Блин, теперь мне хочется другое что-то сюда заткнуть. Ладно, давайте еще попробуем. Так, это мы пробовали. Светлое, может, что? Светлое. Так, да хочу 13. Не, светлое тут как-то не смотрится. Надо делать темное. Так, не туда. В плюсик. Давайте вот это попробую. Так, и тоже 13. Чё, прикольно? О, тут даже этот... как его виден? Пакеринг. Пакеринг. Раз у нас тут пакеринг так хорошо виден, давайте его поднастроим. В общем, пакеринг. Нам нужно, чтобы он был... ширина 1 хватит. Да. Ну и вообще отлично. Прекрасные у нас получились сумочки. Давайте на них посмотрим просто в 3D. Как бы их тут расположить. Опа. Вот такие у нас пенальчики. Короче, напишите в комментариях, как вам урок, было ли что-то понятно или что-то непонятно, и нужно ли раскрыть какие-то темы поглубже. Я знаю, что я не самый лучший учитель на свете, но вдруг вы чему-то научились все-таки из этого. Вот. А мне было просто приятно поделать вот такие всякие штучки прикольные. В общем, пишите в комментариях, как у вас с этим делом обстоит, как у вас там проектики происходят. И если хотите поделиться своими работами, можете зайти в чат Telegram, ссылочка будет в описании, и поделиться там со мной и с нашими подписчиками тем, над чем вы работаете. Будем рады посмотреть на вашу работу. Всем спасибо, была рада со всеми повидаться. Всем пока.